Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на следующий месяц. Мы с вами смотрим декабрь 2022 года. И помогать мне сегодня в этом будут Таро Аркане, а также Ленорман Золотой Нити. Колоды, которые будут нам раскрывать весь событийный ряд предстоящего месяца. Вас я попрошу настроиться на расклад, расслабиться, для того, чтобы услышать именно то, что вам хотят сказать карты. Я не говорю, что вся информация для вас будет 100% идентична, но какое-то зерно истины для себя в любом случае вы сможете подчеркнуть. Итак, общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, надеюсь, вам арканы хорошо видны. Приступим. Итак, общая энергия месяца у вас здесь падает аркан влюбленные, ну либо любовник он еще называется в этом случае. Карта выбора, карта сложных решений, карта сложных начинаний, выбора ключевого, выбора судьбоносного. И касаться он будет не только вопросов личной жизни, отношений, это выбор в целом. Выбор работы, направление учебы, вашей реализации, развития. С кем остаться во взаимоотношениях, с кем ставить точку. Возможно, для кого-то это вопросы переезда, либо важных каких-то принятий решений там, по операциям, либо по состоянию здоровья. То есть этот выбор у вас может быть ключевым в разных нишах. Мы сейчас посмотрим. Ну, у вас, видите, тройка чаш. Это социальное взаимодействие. Это знаете, как с кем дружить, кого оставить. То есть это могут быть как вопросы личных отношений, любовных связей, так и непосредственно взаимодействия с друзьями, со знакомыми, с родственниками, по принципу выявить, кто друг, кто враг, а кто просто так, а кто проходящий в вашей жизни. И если мы будем смотреть с вами вопросы работы, у вас здесь падает аркан мир. Мир очень часто указывает на реализацию, то есть это, знаете, как достижение какого-то цикла, этапа. То есть для кого-то карьера, повышение, перспективы, получение должности. Для кого-то, в принципе, трудоустройство. Для многих переезд в другой город, страну, регион с целью получения работы. А у кого-то работа дистанционного плана через интернет, и многих таковое положение вещей будет устраивать. Поэтому давайте смотреть, что же будет созвучно для вас. Для тех, кто у нас не работает и работать по ряду причин не может, то мир и тройка воздуха, она же тройка мечей, указывает на ситуацию закрытых перспектив. То есть остаться при том, что вы есть, и рассчитывать на какую-то внешнюю поддержку и содействие извне. То есть получение соцвыплат, льгот, может быть денежных переводов от знакомых, друзей или близких. Но для вас здесь нет новых источников дохода, то есть здесь рассчитывать только на самих себя. Если вы у нас в статусе соискателя, то мир и пятерка дождя – это как закрытые ресурсы. Вы понимаете, что у вас не хватает навыков. В частности, языковые проблемы, в частности, нехватка опыта, знания. И с этим сложность трудоустройства. Поэтому тут нужно менять ситуацию, а именно перебороть этот языковой барьер, приложить максимум усилий для того, чтобы получить те навыки, которые вам будут необходимы для получения работы мечты. Если вы у нас наемный сотрудник, то здесь мир и королева камней, она же королева пентаклей, это шикарные перспективы, потому что здесь это достаток, это укрепление, это рост, это повышение и увеличение оклада. Если же у вас свой собственный бизнес, то мир и повешенный или подвешенный – это не застой. Это как иная точка зрения на ситуацию, на вопросы развития вашего дела, вашего детища. То есть знаковый ключевой выбор, который вас выведет из состояния кризиса. Поэтому здесь карта хорошая. Если мы смотрим финансовую сторону вопроса, у нас здесь ложится королева воздуха, она же у нас королева мечей. Здесь может идти обращение в структуры, то есть суды, кредиты, может быть микрозаймы, потому что здесь это получение каких-либо ресурсов, может быть на закрытие текущих вопросов ситуации, либо на развитие вашего дела, если у вас есть свой бизнес. Но опять же это стратегия, рациональный подход, то есть деньги под расчет. То есть только выверенные траты, которые необходимы. Не пускаем деньги на ветер. Здесь это ключевое, потому что, видите, деньги и так очень быстро разлетаются по всевозможным
источником расходов. То есть нужно успеть хоть что-то оставить, сохранить, скопить. Поэтому финансовая ситуация здесь, да, действительно будет, не совсем простая. Но, тем не менее, знаете, как просто нужно подойти ресурсно к решению этого вопроса. Если смотреть вопросы состояния здоровья, у нас здесь ложится карта Папа или карта Жрец. Это карта обращения к врачу. У многих это идут воспалительные процессы, которые вы будете решать. У кого-то почки, у кого-то, может быть, вопросы гинекологии, либо там тот же зуб воспалился, да, там что-то еще, какие-то проблемы с деснами. Но, то есть, не затягивать, пока ситуация у вас усугубится, и ни в коем случае не заниматься самолечением. Здесь только обращение к квалифицированному специалисту, который найдет решение вашего вопроса. Если чувствуете какие-то недомогания, опять же, не затягиваем. Лучше, знаете, как на начальном этапе вы решите какой-то для себя болезненный вопрос, чем потом будете расхлебывать какие-то сложности и последствия. Вопросы личной жизни. У нас здесь ложится король дождя. Король воды, король чаш, можно называть его по-разному. Карта эмоций, эмоционального вовлечения, переживаний. Для кого-то взаимодействие с мужчиной водной стихии, рак, скорпион или рыбы. Но посмотрим, каким образом это аукнется для вас. Итак, для тех, кто у нас свободен. Король дождя и четверка дождя. Это некое такое отчаяние, потому что, знаете, как есть кому дарить свои чувства. То есть, точнее, я имею в виду, но есть что дарить, но некому. Вот в вашем окружении не будет того человека, который достоин вашего внимания. Поэтому данная связка карт – это некая стагнация, переживание и отчаяние. Не потому, что вы не востребованы, а знаете, ситуация, что как вас никто не может оценить по достоинству. И здесь король дождя и четверка дождя очень часто указывают на обращение к психологу с целью проработать детские травмы, закрыть гештальт, просто закрыть для себя какие-то проблемные моменты, увидеть, что вы делаете не так, в чем неверная модель вашего поведения при общении, либо при построении союза. То есть и вы сможете для себя решить многие проблемы. Если мы будем смотреть ситуацию для тех, кто состоит в любовных треугольниках, то у нас здесь ложится паж воздуха, либо паж мечей. Карта, которая говорит о том, что эмоции затмевают ваш разум. Может появиться недоверие, желание слежки, шпионажа, сбора информации, попытки постоянно на чем-то ловить с целью убедиться, что человек вам не изменяет. Но это, знаете, уже такая ситуация, как я ее называю, паранойя. Если не доверяете, проще из отношений выйти, чем если постоянно пытаться, знаете, как в чем-то ловить и насчет этого самоутверждаться. И если смотрим ситуацию для тех, кто у нас в паре, король дождя, и здесь падает у нас умеренность, ситуация ровная, без изменений. Здесь стабильный эмоциональный фон, ровные нормальные взаимоотношения, то есть любовь, поддержка, взаимодействие. Самое главное, как показывают карты, не растворяйтесь в партнере или в партнерше, не теряйте себя, сохраняйте баланс в союзе, это очень важно. И рекомендация, у вас здесь падает шут, он же дурак. Это легкость, это, не могу назвать, что наивность и беспечность. Это, знаете, как не бояться идти на риск, не бояться идти в новое, идти на пролом, не бояться начинаний, не бояться критики или осуждения. То есть быть легким, быть подвижным, быть мобильным. И не быть инфантильным. То есть, если идет шанс в руки, то нужно его ловить, а не стоять разинув рот, да, вот как он с восхищением смотрит на эту бабочку. Потому что второго шанса в решении каких-то вопросов и задач может не быть. Если судьба вам посылает такие перспективы, поэтому будьте в нужное время в нужном месте. Ну и, конечно же, дурак – это акцент на детей, на внуков, на взаимодействие с ними, напитка от них энергетики, эмоций, их видение жизни. И знаете, такой вот некой осознанности, да, но с детским восприятием. Посмотрим, что у вас здесь в плане неожиданности периода, какова ситуация. Аист, лиса, и у нас падает карта Солнца, здесь у нас птицы. Интересные арканы, которые нам говорят о ситуации. Во-первых, получение каких-то известий. Известия в чем-то могут быть ложным, но эту ложь или фальшь вы, конечно же, здесь скроете, потому что лиса, солнце – это как выявить притворство или лжеинформацию, либо ситуацию, когда вас пытаются одурачить, либо ввести в какое-то замешательство. Поэтому здесь это ощущать внутренне.
Более того, карта показывает, что с этим человеком, обманщиком, льстецом, хитрецом вы общались и встречались ранее, то есть человек из вашего окружения. И вот здесь наконец-то откроется ситуация, как я говорю, кто друг, кто враг, а кто просто так, да, кто пытается вас использовать в каких-то своих корыстных интересах или в принципе держит нож за пазухой. Но, как всегда, мы весь негатив для вас перекрываем позитивом, потому что негатив нам не нужен, и наша задача сделать так, чтобы вы были довольны своим выбором и своими начинаниями. Поэтому верного вам выбора, нового старта в жизни и поддержки высших сил. Я верю, что у вас это так и будет. Вас я благодарю за внимание, с вами не прощаюсь и до новых видео.